Привет, друзья! Сегодня мы прогуляемся по престижному жилому комплексу Левада. Покажем, как выглядят дома и дворы, расскажем о плюсах и минусах ЖК, а также сколько нужно заплатить, чтобы стать обладателем недвижимости на берегу реки в центре Минска. Надеемся, вам понравится новый формат. Посмотрите видео и оцените в комментариях. Благодарим всех, кто уже подписался на канал, а также тех, кто сделает это прямо сейчас. Жилой комплекс Левада отделяет от шумной проезжей части этот бизнес-центр. Значительную часть его занимает супермаркет «Санта» с бесплатной парковкой на 2 часа. Работает магазин с 8 утра до 11 вечера. Но подозреваем, что основные закупки жители этого ЖК делают не здесь. Жилой комплекс Левада – это малоэтажная застройка комфорт-класса на левом берегу реки Свислочь. Тихое зеленое пространство почти в самом центре Минска. Комплекс выстроен вдоль реки. Всего 25 домов. В шаговой доступности расположены парк Победы и парк Дрозды. Впереди дом номер 29. 9 этажей, построен в 2020 году. Первый этаж занимают магазины, кофейни и студии. Здания комплекса оформлены с использованием скандинавских мотивов. Различные сочетания белого, оттенков коричневого, серого и даже черного цветов. Особенностью Левады является продуманный и разнообразный ландшафтный дизайн во всех дворах. Мы будем любоваться этой красотой на протяжении всей прогулки. Во всех домах высота потолков 2,70. Мы посмотрели, что и за сколько продается в Леваде на данный момент. Например, на начало октября в этом доме продается квартира на 9 этаже. Общая площадь 50 квадратных метров, жилая 32,5, с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Цена за квадратный метр 3267 долларов. Дом номер 31. 9 этажей, построен в 2021 году. Продается квартира на 3 этаже. Общая площадь 63 квадратных метра. Жилая 41,6 с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Цена за квадратный метр 3413 долларов. В каждом доме есть подвальный этаж с индивидуальными кладовками. Там же хранят коляски, велосипеды и прочее. Как вы думаете, почему для этих целей был выбран силуэт именно французского бульдога? Поделитесь в комментариях. Парковки везде надземные, кроме домов первой береговой линии. Там подземный паркинг. Стоимость надземного парковочного места около 5500 долларов. Впереди дом номер 33. 4 этажа. Это первая береговая линия. Квартиры более 100 квадратных метров, по 2 на этаже. На 1 этаже со стороны реки есть открытые террасы, а на 4 двухуровневые квартиры и тоже с выходом на собственную террасу. В этом доме в продаже квартир нет.
Вся придомовая территория закрытая. Зайти можно только с помощью чипа. Везде установлены видеокамеры. Въезд на подземный паркинг. Следующий четырехэтажный дом первой линии, номер 35. В нем тоже никто не продает свои квартиры. Вернемся к первой линии чуть позже, пока пройдем по дворам. Слева дом номер 37, 6 этажей. Вы обратили внимание, что нигде не видно больших мусорных контейнеров? По всему комплексу установили подземные мусорки. Эти металлические тумбы закрывают дыры в площадке, под которой скрыты большие стандартные контейнеры. Детская площадка домов 29 и 31. Слева дом 39, 9 этажей, построен в 2022 году. В нем, например, продается маленькая квартира на первом этаже. Общая площадь 32,5 квадратных метра. Жилая 22,3. С ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Цена за квадратный метр 2799 долларов. Разнообразие растений и природных материалов приятно удивляет. Посмотрите. Во-первых, это красиво. Дом номер 41. С противоположной стороны окна выходят на Нововиленскую улицу.
Справа дом номер 49. 9 этажей, построен в 23 году. Продается квартира на 8 этаже без ремонта. Общая площадь 79,7 квадратных метров. Жилая 57,5. Цена за квадратный метр 2383 доллара. Справа дом номер 47. Придомовая территория с детской площадкой у дома номер 45. Еще одна подземная мусорка. Под этой черной площадкой скрыты контейнеры. И никакого запаха. Дом номер 43 первой береговой линии. Квартиры не продаются. Большая детская площадка. Дом номер 57. 9 этажей, построен в 2023 году. Продается квартира на 5 этаже с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Общая площадь 84,9 квадратных метра. Жилая 68,6. Цена за квадратный метр 3981 доллар. Дом номер 59. Первая береговая линия. Вид на Свислочь. 4 этажа. Идет завершение отделочных работ. Должен быть сдан вот в 3-м квартале. Здесь еще не все распродано. Предлагается квартира от застройщика на 1-м этаже, без ремонта. Общая площадь 136,5 квадратных метров. Жилая 71,5. Цена за квадратный метр 2900 долларов. И, кстати, отдельно оплачивается подземная парковка – 16 тысяч долларов. Напротив – дом номер 61. На последнем этаже есть несколько квартир с террасами разной площади. Следующие два дома – 65 и 67, с видом на Свислочь, тоже должны быть сданы в 2025 году. В доме номер 67, например, продается двухуровневая квартира с террасой на 4-м этаже без ремонта. Общая площадь 120,5 квадратных метров, жилая 80. Цена за квадратный метр 3300 долларов. Подходим ближе к дому номер 61. 9 этажей, построен в 2024 году. Как мы уже сказали, в нем тоже есть квартиры с террасами на последнем этаже. Все квартиры в этом доме продаются пока без ремонта. Например, квартира на 9-м этаже с террасой 13 квадратных метров. Общая площадь квартиры
63,5 квадратных метра. Жилая 57,3. Цена за квадратный метр 2756 долларов. А есть в этом доме террасы по 40 квадратных метров. Идем к дому номер 57. 9 этажей, построен в 2023 году. Здесь продается квартира на 5 этаже с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Общая площадь почти 90 квадратных метров. Жилая 68,6. Цена за квадратный метр 3981 доллар. Впечатляет. Детская площадка домов 57 и 55. Здесь действительно приятно гулять. Успокаивает. Достраивается дом номер 63. А мы идем вдоль дома номер 53. 9 этажей, построен в 2024 году. Здесь продается квартира на 9 этаже с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Общая площадь 60,6 квадратных метров. Жилая 47,5. Цена за квадратный метр 3297 долларов. С этой стороны окна 53-го дома смотрят на Нововиленскую улицу. И шум здесь заметно выше. Следующий дом номер 51. Дом номер 49. 9 этажей, построен в 2023 году. Есть квартира без ремонта на 8 этаже. Общая площадь почти 80 квадратных метров. Жилая 57,5. Цена за квадратный метр 2383 доллара. Надеемся, теперь можно уже составить представление о стоимости жилья в ЖК «Левада». Данные мы брали на сайте Realtbuy. Там можно посмотреть более подробную информацию с фото и видео квартир. Также мы почитали, что же местные жители называют минусами Левады, не считая цены квадратного метра. Часто называют пробки на выезде из комплекса по Нововиленской улице. Рядом улица Орловская, и там пока заторы – постоянное явление. Говорят, Нововиленскую будут расширять когда-то. Остается только ждать. Есть проблемы с общественным транспортом и расположением остановок. Метро вообще вне досягаемости. Да, у жителей таких домов есть машины, но парковочных мест уже не хватает, а стоимость парковки высокая.
Дом номер 47. Дом номер 45. Кстати, парковки во дворах указывают еще на одну проблему – вид из окон. Далеко не у всех это река. Обойдя комплекс, мы заметили, что самый распространенный вид из окна – это стены других домов и внизу детские площадки в окружении парковок. Мы не знаем, сколько в Ливаде проживает несовершеннолетних, но пока здесь нет детского сада и школы. Возможно, детей пока недостаточно, чтобы укомплектовать учебное заведение. Также упоминают высокую стоимость обслуживания комплекса. И она растет. Сейчас называют стоимость обслуживания около 100 рублей. И это кроме коммунальных услуг. Но мы понимаем, что вся эта красота, комфорт и безопасность требуют постоянных вложений. Рядом с домом 43 спускаемся на набережную реки Свислочь. Кстати, еще одна проблема комплекса – это высокая влажность и комары летом. Пройдемся по набережной и поговорим о плюсах Ливады. В хорошую погоду по вечерам можно любоваться красивыми закатами. Кто-то может делать это из окон домов или с террасы, а кто-то прогуливаясь по набережной. Комплекс выбирают те, кому важна экология, тишина и красота. Огромные парки по соседству, река, ландшафтный дизайн внутри комплекса и отделка домов – несомненные плюсы. Сюда же можно отнести подземные мусорки – отличное решение. Здесь поддерживается высокий уровень безопасности. Закрытые дворы, видеокамеры снаружи и внутри зданий. Качество строительных отделочных материалов достойное. Отмечают, что в квартирах достаточно тепло, даже в межсезонье. И еще отмечают близость к центру города и к важным торговым и развлекательным объектам. Пожалуй, это вся информация, которой мы хотели поделиться во время прогулки. Возвращаемся в комплекс. Рядом находится Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Отсюда хорошо видны открытые террасы на первом этаже домов береговой линии.
Слева дом номер 33, справа 31. Кондиционеры спрятаны за декоративными элементами здания. Впереди бизнес-центр, в котором находится супермаркет «Санта». На этом наша прогулка по жилому комплексу Левада заканчивается. Если вам понравился такой формат, напишите, что бы вы еще хотели увидеть и узнать о Минске. Не забывайте о лайках и подписке. Спасибо, что смотрите наш канал. До встречи на следующей прогулке.